От пациентки. Надеюсь, сегодня удастся передать заявку на второе мнение по МРТ головного мозга с контрастированием. Повторные инсульты 2009, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 по ишемическому типу. Последний 6 мая 2024 года в каротидно-анорем бассейне МСА слева, дезориентация, нарушение речи, слабость в конечностях. В марте 2023 год. На МРТ нашли менингиому. Диска на руках нет, так как МРТ делали в стационаре. Диск от августа 2024 года. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 1940 года рождения. Дата исследования 9 августа 2024 года. Область исследования – головной мозг. На серии аксиальных, корональных и сагитальных МР-томограмм получены изображения супратенториальных структур и ствола мозга в Т1 и Т2, все, взвешенных изображениях ВИ, где выявлены следующие изменения. Срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны до 14 мм, третий желудочек до 12 мм, четвертый желудочек мозга не изменен. Индекс Эванса 0,32. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена, гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мастомо-жечковые углы свободны. Сильвиевые щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, значительно расширены. Субкортикально, пара и суправентрикулярно в белом веществе лобных и теменных долей выявляются многочисленные гиперинтенсивные на Т2 флеер-очаги размерами до 8 на 4 мм, без перифокального отека, более вероятно дисциркуляторного характера. Перевентрикулярно сформированы массивные зоны глиоза. Расширены переваскулярные пространства верхового робина. Краниоспинальный переход без особенностей. Данных за наличие ОНГ не получено. При введении контраста слева от средней трети серпа визуализируется внемозговое мягкотканное образование размером 8 на 9 на 8 мм. Равномерно накапливающее контраст. Другие очаги патологической васкуляризации не выявлены. На отсроченных томограммах накопление контраста без особенностей. Придаточные пазухи носа в зоне сканирования без особенностей. Заключение. МР-картина дисциркуляторной энцефалопатии, фезикос-3, смешанной гидроцефалии, менингиома левой теменной области. Рекомендована консультация невролога. 16 августа 2024 года К.М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В веществе головного мозга массивные глиозные, атрофические изменения, уменьшение объема вещества мозга. Все это произошло за счет нарушения кровоснабжения, которое проявлялось как хронической ишемией, так и эпизодами инсультов. Это непосредственно жизни не угрожает, но значимо снижает ее качество. Менингиома совсем небольшая, значения она не имеет, делать с ней ничего не нужно. В целом, вам нужно к неврологу обратиться.